Я знаю, что вы подписаны на канал для того, чтобы смотреть, как делаются различные доспехи или, возможно, из-за интересных исторических средневековых фактов. Но блогер на ютубе должен быть искренним со своей аудиторией и, в общем-то, отдавать частичку своей личной жизни. Тогда это действительно интересно. Это не просто какая-то картинка, которая вас развлекает, а настоящий человек. Да, я настоящий человек, и у меня есть жизненный путь определенный. Вы уже поняли, что я живу в Украине, разговариваю на русском языке. Сегодня у нас идет Отечественная война за Украину. Я не являюсь военнослужащим и, в принципе, не могу себя назвать патриотом. Я гражданин Украины, который в первую очередь заботится о своем интересе, о своей семье. Это так, чтобы быть честным с собой и с вами. Зачем я все это рассказываю? Я сейчас расскажу о некоторых фактах из моей жизни с самого детства, чтобы вы лучше понимали, как жилось в Украине все это время. Я родился в 1987 году, и мои родители русскоязычные. Да и больше скажу, что в детский садик я пошел вообще в России, в городе Гуково. Это такой шахтерский город Ростовской области, буквально там на границе России с Украиной. В общем-то, родным для меня является русский язык. В первый класс я пошел в Украине, в Киеве. Родился я тоже в Киеве. Ну, по ходу сразу же как-то выучил украинский язык. И в школе, на всех уроках мы общались только исключительно на украинском. То есть вполне нормальная ситуация была, когда ты на уроке переключаешься на украинский, размовляешь, рассказываешь свои домашние задания, а на перемене ты сразу перескакиваешь на русский и общаешься со всеми своими друзьями на русском языке. Скажу даже больше. У нас во дворе я вот сейчас могу вспомнить только одного украиноязычного парня. И над ним смеялись. Да, была такая хрень, что как-то было принято, что вот украинский язык, он такой какой-то смешной, сельский типа. Да, над ним смеялись, пока он не начал заниматься боксом, не начал просто пиздить реально людей, которые переходили грани. В общем-то, на этом какие-то разногласия между украиноязычными и русскоязычными, наверное, для меня вот в детстве и заканчиваются. С этим пареньком я дружил, Руслан Буба, если ты смотришь меня, то привет тебе. У меня, кстати, кликуха во дворе была Бабун, не знаю что, но что-то вспомнил. Прикольно мы тогда в футбол играли во дворе, в компьютерные клубы лазили. Ну да ладно. В общем-то, в школах все мое окружение вот с детства было русскоязычным. Фильмы я смотрел на русском языке. Вообще воспринималось государство Украины, мной, как молодым шкетом, которого не сильно посвящали на самом-то деле в политические какие-то дела. То есть политпросвет мне старшие не устраивали. Ну, типа, я всегда считал, что Украина это что-то типа России, только вот Украина. И все, различий нету, все. Это я сейчас говорю о своем детстве, там, 1 класс, 2 класс, 3 класс. Какие же это года там? Ну, допустим, это какие-то 2000-е, да? Примерно вот так. Вы знаете, что я вот вышел из тусовки толкинистов. Понятное дело, что вот первая серия «Властелина колец», я смотрел ее только на русском, конечно же. Все вот такие знаковые фильмы, которые можно было посмотреть, тоже смотрелись всегда в русском языке. Того же «Гоблина», смешной перевод вот, «Властелина колец», тоже на русском. Это воспринималось как что-то свое, наше. Понимаете? Почему-то вот сейчас вспомнилось, вернусь немного назад, когда я гостил у бабушки в Гуково. Вот сейчас я вспомнил такой момент из детства, вот мне лет было 5,
И в какой-то момент меня почему-то дразнили, типа вот я приехал из Хохляндии. Если честно, на тот момент я даже не понимал, о чем они. Вот просто. Это сейчас я вот что-то вспомнил, и вот эта идеология и какая-то вот вражда между гражданами России и Украины уже начиналась тогда. Но неважно. Переносимся обратно в мои школьные года и мое восприятие украинского и русского языка. Я любил много читать. Вся литература, которую я мог интересную добыть, она тоже была на русском. Ведьмака я прочитал на русском. «Властелин колец» на русском, куча всяких фэнтези книг. Когда было скучно, а в детстве у меня компа и телевизора не было, мне было часто скучно, я много читал. Также я много читал про Вторую мировую, про советские времена, про то, как партизаны боролись против фашистов. В информационном пузыре я был в российскоговорящем, с ценностями российскоговорящих людей. Блин, даже помню, как-то про дедушку Ленина я читал в детстве, как он там что-то то ли бревна носил, как помогал, в общем-то. Дедушка Ленин такой хороший, молодец. Значит, воспринималась Украина мною что-то вот буквально как Украина и Россия. Если на тот момент, если мне задали вопрос, типа, может там как-то соединиться обратно, наверное, у меня бы, как у ребенка, да, подростка, я бы, наверное, тогда бы так и ответил, да чего, а чё бы нет, почему бы нет? Какой-то период детства, 5-7 класс, или даже не так, 1-7 класс, местами было довольно тяжелым, и иногда нам нечего было есть настолько, что просто ходили, просили еду у соседей. Это, наверное, позволило у меня сформироваться определенному мировоззрению. Я должен работать, делать это профессионально. В принципе, не важно, чем я занимаюсь, но должен это делать максимально хорошо. Чтобы ни у меня, ни у моей семьи не было таких трудностей. В этом мировоззрении в первую очередь я ставлю свой интерес перед чем-то другим. В какой-то момент своего юношества у меня как бы перещелкнуло. Почему-то я решил, что я стану музыкантом. Почему-то мне показалось, что я смогу хорошо научиться играть на гитаре, и я понял, что чтобы это хорошо все-таки произошло, я начал прям задрачивать на гитаре вот буквально все свое свободное время. Я приходил со школы и долбил на этой гитаре, учил аккорды, там, тренировал пальцы, буквально до самой ночи, пока не начинался стук соседей, типа, ты уже задолбал там дрынькать, да? То есть реально я очень фанатично начал относиться к тому, что я делаю. С того момента, когда я решил, что я буду этим заниматься, я ни одного дня обязан был не пропустить, чтобы не сделать определенные упражнения по гитаре. Не должно было быть ни единого дня, когда бы я не позанимался примерно минимум 2 часа на гитаре. И кроме этого я понимал, что просто дрынькая, просто вот играя сам себе, ты ничего не добьешься. Поэтому я начал прям специально напрашиваться везде, где можно было играть в какой-то группе на гитаре. И таким образом я наткнулся на Женю, Евген Романенко. Эта группа называется Тарута, они играют украинский фольк-рок. В этот момент, по сути, среди моих знакомых появились украиноязычные люди. Мне было очень непривычно с ними общаться, но и, наверное, по воспитанию я не мог с ними, мне было не очень приятно с ними разговаривать на русском. Принято, что если разговаривают на украинском, лучше ответить на украинском. Было вот странное ощущение, что на уроках в школе ты спокойно и довольно естественно переходишь на украинский язык, но в повседневной жизни это было непривычно. Это непривычно длилось довольно недолго, и, в общем-то, потом у меня вошло в привычку. Если ко мне обращаются на украинском, я обычно перехожу на украинский. Особенно, если это незнакомые люди. Вот в моем круге общения появились люди украиноязычные.
А, Никакой дискриминации от них не было. Вот реально, эти люди, вот этот вот Евген Ежак, все, кто разговаривал на украинском, вот вообще, вот из моего круга общения совершенно мне ничего не говорили по поводу того, что я разговариваю на русском. Я вот сейчас пытаюсь вспомнить какие-то такие эксцессы. Я помню, я знаю даже, что старшее поколение часто рассказывает о том, что была дискриминация раньше, в советское время, как раз к украиноязычным, что их воспринимали как люди другого сорта, что считалось за хороший тон разговаривать на русском, а не на украинском. Вот. В какой-то момент в кинотеатрах начала появляться украинская озвучка. Мультики начали выходить с украинской озвучкой. Много групп классных, клевых, современных появлялось, музыкальных групп, которые пели на украинском языке. Когда появился качественный украинский контент, сразу пропало вот это чувство, о котором я рассказывал, которое было в школе, что украинский какой-то вот он не такой, неестественный типа, вот такой какой-то сельский, вот типа, такой какой-то. Когда ты слышишь, как классный диктор разговаривает на украинском языке, как красивые люди разговаривают на украинском языке, как поются классные песни, как озвучиваются классные мультики и классные фильмы, вот это какое-то чувство неестественности сразу же пропало. Ты воспринимаешь просто вот язык как язык. Все. Я уже говорил о том, что по жизни я был нацелен на то, чтобы сделать что-то свое. У меня вот была даже мечта. Хочу сделать мастерскую. У меня была даже такая установочка такая, вот типа там лет к 30 я обязан чего-то добиться в этом поприще. Что я буду делать доспехи, у меня будет там своя мастерская. Ну, что-то я вбил себе в голову и к этому шел. Чтобы к этому идти, нужно не отвлекаться. Я был вне политики. По сути, я был ровно таким, как сейчас многие говорят в России. Я вне политики не понимаю в этом ничего. Наверное, когда ты взрослеешь, ты начинаешь обращать внимание на всякие вот такие вещи, потому что они влияют на твою жизнь. Кстати, да, еще один забавный момент из моего такого уже не юношества, а вот лет 25. Я был вообще вне вот этих вот украиноязычные, русскоязычные, Бандера, не Бандера, Советский Союз, не Советский. Вот это вот мне вообще было похрену. У меня были свои задачи, я планировал, что мне надо построить мастерскую, мне нужно построить дом, чтобы, в общем-то, добиваться чего-то. В какой-то момент один из более старших знакомых меня спросил: как ты считаешь, нужно ли давать русскому языку статус государственного? Я не помню, что он спросил, но, наверное, его это интересовало. Я как русскоязычный, полностью русскоязычный, я тебя читаю, пишу постоянно на русском языке. В тот момент, это еще было до Майдана, я чистосердечно сказал, украинский должен быть только государственным, потому что нахрена нам два языка? Я просто подумал, что, типа, представляем, мы заполняем документы какие-то. Начнется какая-то неразбериха, в государстве, да? Один документ на украинском, другой на русском. То есть граждане должны владеть в совершенстве двумя языками, чтобы не делать ошибки, чтобы писать правильно. Это было мое чистосердечное такое вот мнение, что есть официальный украинский язык. Есть, да, так сложилось, что на русском разговаривает много людей. Ничего такого вообще. Пускай себе разговаривают, что хотят. Но учитывая, что уже много людей живет в Украине уже долгое время, то писать на украинском уже можно научиться и читать. И проблемы в этом нету. Я, конечно, виляю по своему жизненному пути и надеюсь, что вам это нормально будет смотреть и слушать. В какой-то момент я начал больше погружаться в политику. Наверное, с того момента, когда вот Янукович стал президентом, и он был таким каким-то странным, вроде бы туповатым, скажем так. Судя по его речи, по тем фактам из его жизни, что он бывший уголовник, или как там, бывшими уголовниками не бывают же, да?
В общем-то, было очень странно, когда человек, который имеет такую предысторию своей жизни, стал лидером страны. На тот момент я все равно не вдавался в какие-то факты, но это было таким вот информационным фоном. Реально вот какое-то возмущение и понимание, что надо интересоваться, на меня произвел факт в Радиевке. Это было перед Майданом. Это факт, когда в милиции насиловали женщину. Вроде бы несколько или двое человек, сейчас вот я не вспомню, можно загуглить, посмотреть. Для меня это было каким-то шоком просто. Как так? И когда это всплыло наружу, их еще пытались покрывать, и во Врадиевке образовался мини-майдан. Люди встали просто, пришли под этот милицейский участок, дали розголосу на всю страну об этом вопиющем факте. Я понимаю, что, наверное, какие-то такие эксцессы всегда случаются в любой стране. Но просто это нельзя принимать как должное, и с этим нужно бороться. Милиция на тот момент вот в информационном поле украинского государства была дискредитирована такими фактами. Врадиевка, это вроде бы был 2013 год, но я вот помню, что по сути Майдан начался с этой Врадиевки. В общем-то, люди взбунтовались, вынесли полицейский участок, милицейский, и добились того, что это дело было расследовано, и был очень большой резонанс в обществе. Потом случился вот этот Майдан. Я, как человек, не интересующийся политикой, начал этим всем пытаться интересоваться. И мои действия были следующими. Там одни кричали за то, что нам нужно в Евросоюз, другие говорили, что нет, нам не нужно. Я лично пытался прочитать вот эти все информацию, за что топят одни, за что другие. То есть я там читал конкретные документы, пытался разобраться в этом всем, чтобы как-то сформировать свое мнение, не основываясь на мнении окружающих, а именно прочитать и разобраться. Ну, скажем честно, разобраться я не смог. Потому что вот этот документ об ассоциации с Евросоюзом, он был очень большим и с очень многими терминами, которые я просто не знал. И я просто понял, что я не могу понять, что нам лучше, в Евросоюз или не Евросоюз. На тот момент я бы даже, наверное, сказал, что, наверное, нам, мы тут все на русском разговариваем, Россия вроде бы тут близко. У нас экономические связи очень тесные с Россией. То есть банально взвешивая все эти факты, наверное, я даже склонился к тому, что таможенный союз и как бы норм. Мы, наверное, были бы каким-то даже, что ли, конкурентом Евросоюзу. Но с чем я не мог смириться, это вот с этими избиениями людей на Майдане, которые начались с разгона студентов. Откровенно говоря, я не понимаю, нахрена это было делать этому Беркуту, или кто там это делал, или по милиции. На тот момент реально, если бы они там не избили возле стелы этих людей, и там на камере вот реально просто забивали каких-то пацанов молодых, девушек, я не понимаю, нафига это было сделано. Потому что после этого, вот с разгона студентов, которые там их осталось штук 20 в этих палатках на этом Майдане, да забили бы на них хер, и ничего бы, они там в итоге потусовались бы и разошлись. Нет, ночью их избили. Я реально помню, вот сидел, мы еще ВКонтакте смотрели, у нас Контакт работал, и я смотрел на эти факты, вот меня это возмущало. Вопрос уже был на Майдане не в том, Евросоюз, не Евросоюз, а против Януковича, против этой власти, против попустительства вот этих вот полицейских, милицейского произвола. И знаете, там многие пытаются доказывать, что милиция в то время имела какое-то право, на них кто-то напал, и вот они поэтому избили этих студентов. Так окей, пускай выйдет там капитан милиции и объяснит, что
Нас, типа, сотрудников правоохранительных органов, типа, избили вот такие-то хулиганы, за что мы дали им ответ. Этого не было. То есть позиция была следующая. Вы, блядь, закройте рот, иначе получите пиздов. Ну, народ с этим не согласился. Нужно все-таки уметь разговаривать с людьми. Нужно уметь обосновать свою позицию. Че вы так творите? Беспредел-то. И вот с того момента начался Майдан. Люди вышли, люди дрались. Уровень насилия повышался на Майдане. Я при своей критичности не могу сказать, что ну, вот, я прям все одобряю. Я, скажем так, такой вот диванный наблюдатель всего этого. Да, у меня есть какое-то мнение, но лично я не пошел на Майдан. Почему? Потому что я строил свою жизнь. Это просто факт, это не оправдание. Так вот. При этом у меня есть свое мнение, и, например, когда самый известный факт, наверное, вот в России вам очень хорошо показывали определенные кадры в вашем пропагандистском телевидении, особенно вот как цепями били ребят, которые стояли даже без щитов. И трактором там на них наезжали. Вот эти кадры я не понимал, например. Я был против таких кадров. Скажу даже больше, много людей, которые там митинговали, пытались вставать между теми, кто этих милицейских бил, и теми, кто их били. И они тоже получали. То есть пытались урезонить, протестующие пытались урезонить вот самых таких вот ярых людей, которые считали, что нужно на насилие нужно отвечать еще большим насилием. Я не знаю, чего пытались добиться в тот момент конкретный, когда на Банковой вроде бы разбивали этих ребят. Их просто целый день, вот насколько я помню, их просто целый день пиздили, именно пиздили. Людей, у которых даже не было щитов. И там вроде бы налокотников не было. Вот этого я не понимал и не поддерживаю. С другой стороны, а как ответить людям, представителям той власти, представители которой в другом месте Майдана стреляют в людей резиновыми там, этими пулями, закидывают гранатами, люди получают осколочные ранения, люди погибают. Тогда начались уже смерти на Майдане. И когда ты пытаешься это все проанализировать, то ты не понимаешь, а как все-таки надо? Можно ли сделать это без кровопролития? Вот, дать отпор так, чтобы быть белым и пушистым. Можно ли так сделать? Откровенно говоря, у меня нет на это ответа. Мне понятна та трудная ситуация этих милицейских, которые пришли служить стране и их поставили на Майдане, вроде как защищать что-то. И я думаю, что адекватных людей среди этих милицейских все-таки было больше, хотя были и отмороженные, которые пиздили людей. И мне трудно представить, что было в голове у этих милиционеров, которые вроде бы должны охранять правопорядок, и тут вроде бы на них вот такое насилие накидывается. И вот лично этот человек, может быть, ничего плохого не сделал никому, но его избивают и отправляют в больницу. Я не знаю, как это быть в шкуре такого человека, не знаю. Но в то же время я не понимаю, я понимаю людей, которые протестовали и которые дрались за то, чтобы иметь мнение и иметь свободу. В один момент на Майдане начали одевать кастрюли на голову. И вы же, наверное, думаете, вот эти хохлы такие смешные, вот они просто дурные такие, туповатенькие, да? На самом деле это просто был протест на тот закон, который запретил митингующим одевать каски, чтобы им черепа не поразбивали, одевать мотоциклетные шлемы или велосипедные шлемы, потому что им головы разбивали, черепа проламывали дубинками. Поэтому надевали кастрюли на голову.
А у вас это показывалось как дебилы-хохлы. Я так понимаю, что в России большинство верит пропаганде и любит верить пропаганде. Я понимаю, что с обоих сторон есть фейки. И с обоих сторон есть перегибы. Поэтому я пытаюсь искать информацию в двух источниках с одной и с другой стороны. В общем, Майдан закончился тем, что был расстрел людей, протестующих. И также я знаю о погибших среди правоохранительных органов, которые, погибшие с огнестрельными ранениями. Я, если честно, не обладаю достоверной информацией, как и что там происходило. Я, например, считал, что как только это закончится, а оно закончилось бегством Януковича, стране нужны были определенные акции по примирению обоих сторон и разборок полетов и среди полицейских, среди милиции, то есть выявить все нарушения, а также выявить, наверное, нарушения среди протестующих, если они были, и как-то это все слепить вместе, потому что, имея в обществе настолько полярно настроенных людей, ничего хорошего не будет. Но всему этому не суждено было случиться, этому примирению, этому пониманию в конце концов. Потому что Российская Федерация воткнула нож в спину. Это когда в Крым попали так называемые зеленые человечки. Для меня это вообще было шоком. Я никогда бы не мог подумать, что россияне такое сделают. И я никогда бы не мог подумать, что россияне будут этому радоваться. В моем мировоззрении это казалось, что, в смысле, что? Как это так? Ваш президент говорил, что нас там нету, это не мы, это ничего, мы ничего не знаем. Но по факту ввели войска в Крым. Референдум был проведен не по законодательству. Референдум данный с точки зрения юрисдикции не может считаться легитимным. Что бы вам там ни говорили, но если вы попытаетесь разобраться во всех фактах, референдум прошел с нарушениями. Я понимаю ту часть людей, которые хотели этого. Потому что картинку пропаганда российская показала отличную. Националисты, которые всех там бьют, всех забивают, там кидают коктейли Молотова. Действительно, так это было. Действительно была трагедия в Одессе. Да, с этим нужно было разбираться. Но дать время на эти разборки никто не дал. Если бы Путину было важно разобраться, то нужно было разбираться, а не вводить войска. Вариантов, я думаю, много было. Выступить с заявлением там каким-то, что мы требуем разбирательства по таким-то вопросам. Но это был всего лишь предлог для того, чтобы отжать Крым. Это факт. Сначала он говорил, ваш президент, что нас там нету, а потом он уже хвастался, что да, это наши люди зашли и блокировали все там. На тот момент у Украины не было армии. В моем вообще инфополе мне всегда вдалбливали в голову, что армия это какая-то хрень, и тебе оно нахрен не надо. Ни в коем случае нужно было сделать так по жизни, чтобы в армию не попасть. Армия была никакущая, скажем так, на тот момент. Конечно же, Украина тогда не могла дать никакого отпора. Просто общество даже было, большинство людей не были готовы к тому, что россияне так радостно воткнут этот нож в спину, Российская Федерация, и это поддержат люди там. И я видел, как люди поддерживали, и людям было очень приятно в России оказаться на стороне сильного. Это правда приятно, когда ты на стороне побеждающего, который может таким образом просто взять и вести танки. Но это люди невежественные, которые
на самом деле пытаются найти утешение в том, что в твоей жизни все хреново, какими-то вот такими фактами. Зато мы русские, и мы типа там можем что-то сделать. Зато мы можем отжать Крым. И у большинства этих людей довольно хреновая жизнь, неуспешная. И таким людям такие вещи греют душу. Таким людям приятно обижаться на что-то вне и не обращать внимания на то, что ты что-то не смог сделать. Твое правительство делает что-то не так. Помните, я говорил о том, что вот мое мнение было. Я даже хотел бы там, я бы поддерживал те силы, которые бы пытались примирить сторону, которая пострадала, это правоохранительных органов. О них нужно было рассказать хотя бы, что вот человек служил, и человека покалечили, потому что он просто был под присягой и под приказом. И вот другие люди, которые протестующие, которым пришлось бороться такими методами, давать отпор, чтобы их не покалечили, не убили, не забрали, не пытали по посадкам, как там вывозили людей и забивали до смерти. Должна была быть какая-то акция примирения. Но ее не случилось, потому что сразу же начался Крым и начался Донбасс. Это вообще охренеть. И уже было не до этого, уже нужно было просто действовать. Армию пытались вооружать волонтеры, в армию пошли добровольцы, у меня у знакомые тоже пошли добровольцами. Я, если честно, их не понимал. И когда они мне говорили, что я иду в АТО для того, чтобы остановить Путина, чтобы он не пошел дальше, если честно, мне казалось, что в смысле дальше? Он, наверное, там Донбасс, типа там, там люди, наверное, вот очень сильно хотели отколоться там. И, наверное, вот это люди хотели на самом деле. Поначалу у меня было такое мнение, как только это начиналось. И когда мне говорили, что да там, типа, русские заходят, русские военные части заходят, я такой, я сходу не верил. Я пытался найти факты, проверить, и когда там действительно ты видишь, танки какие-то российские десантники, которые там в плен попадали, и у них брали интервью, и они там это самое, то в какой-то момент ты действительно находишь уже много фактов, и понимаешь, да, Российская Федерация туда дает вооружение, отправляет людей. Тот же Гиркин, Стрелков, который гражданин Российской Федерации, которые спровоцировали весь этот беспредел на Донбассе, все эти смерти, все эти поломанные судьбы, разбитые жизни. Это зло было спровоцировано Российской Федерацией. Множество фактов об этом есть. Поищите в интернете, можно много чего найти. Если вы если вы получаете информацию только из телевизора, это неправильно. Я понимаю, что так проще, но это неправильно. Да, я не понимал тех моих знакомых, вот тогда, которые говорили, что я иду в АТО, потому что этот Путин, не остановится на этом. И как же они оказались правы? Этот факт не нужно перепроверять. Путин напал на Украину, ввел сюда войска. Неважно, какой был предлог. На сегодняшний день уже множество погибших, разрушена инфраструктура. Погибшие с вашей стороны. Уничтоженная техника на сколько? На миллиарды долларов. Да за эти деньги вы могли 2 Донбасса, построить у себя. Понимаете? Мне кажется, вашему президенту насрать на людей. Я думаю, что он хочет оставить след в истории. Я думаю, что он из той породы людей, которые видят возможность и ее используют. Я считаю, что президент России просто хочет вписать себя в историю. Хочет быть таким собирателем земель, которые принадлежали Советскому Союзу. И действует он для своего эго, не для россиян. Он не улучшает жизнь россиян. Каким образом то, что он сейчас творит, улучшает жизнь вашу? Не улучшает.
И если откатиться назад, до Крыма, если бы он этого не сделал, почему вы думаете, что в Украине не появились бы течения евроскептиков? У Украины и России на тот момент была очень тесно связанная экономика. Настолько тесно связанная, что даже на протяжении вот этих 8 лет трагедии на Донбассе Украина не имела возможности отказаться от торговли с Россией, потому что ей это было более выгодно, чтобы бороться против России. Вот так. И если мы представим себе, что была куча рычагов, возможностей показать, что с Россией выгоднее, почему вы думаете, что Украина, не знаю, вступила бы в Евросоюз, что там было бы какое-то НАТО? Почему вы думаете, что столько русскоязычных людей в итоге бы не проголосовали за то, чтобы... А что нам в Евросоюз лезть, там что-то непонятное, может быть, с этими, мы с ними уже давно живем. У нас родственников вон в России сколько. Это если мы откотимся за ту точку невозврата, за Крым. Если Путину хотелось справедливости для Беркута, можно было устроить акцию, например, там, все желающие россияне, приглашаем вас, там, создаем для вас условия в Российской Федерации, там, льготы, выплаты, все, кто пострадал от Майдана, там, мы выделяем деньги на расследование этих преступлений. Российская Федерация имела все возможности показать, что посмотрите, какие мы хорошие, правильные и благородные. Но Российской Федерации нужно было вот это вот уважение, типа, что они себе позволяют? Они что, охренели иметь свое мнение? Вот так вот я как-то вижу всю эту ситуацию с Крымом и с Донбассом. И по поводу тех, кто вот это верещит сейчас, сегодня, 8 лет, бомбили Донбасс. Насколько я знаю, реально самое горячее время было первые год-два. Насколько я знаю, с приходом Зеленского там было довольно тихо. Может быть, я ошибаюсь, конечно. Но 6 лет, по-моему, не бомбили Донбасс. Не бомбили Донбасс, как сравнивают с землей. Мариуполь, русскоязычный город. Вы шо, блин? Как Харьков бомбят. Вы думаете то, что вот это там сейчас делают ваши солдаты, ваши сограждане, ваши братья, отцы. Это как-то улучшает положение людей на Донбассе, улучшает их жизнь? Ну будьте уже критичными к себе, к окружающему. Да, кому я это говорю. По поводу националистов. Я не знаю, кто такой Бандера. Я знаю, что был такой персонаж в истории, и он топил за Украину. И вроде бы он там был как-то связан с немцами. Не знаю, мне все равно на Бандеру. Реально мне похрену на Бандеру. Потом я разберусь по фактам, кто он и что он. Я так понимаю, что личность, наверное, неоднозначная. Но он топил за Украину. И за это его любят. Как человек, который изучает историю, я понимаю, что, наверное, не все там было гладко. И в таких вот протестах и в такой борьбе не бывает белых и пушистых. Но я отлично понимаю, что сегодня Российская Федерация просто устроила войну под смехотворным каким-то предлогом денацификации и демилитаризации. Это какой-то бред. Кто, кого... Какая денацификация? Как вы можете этому верить? За всю мою жизнь у меня вот есть 2 знакомства с националистами. Я был малым, а он вроде как из Унаунсо. И он там вот топил за Украину, за вот эти все вот акции украинские.
Это вот первый случай. И потом вот еще второго человека, я такого, который вроде бы тоже из Унаунсо или что-то такое, это уже я встретил вот во время своего студенчества. Больше вот в моем кругу общения, а у меня много людей, вот так, много людей, с которыми я дружу, знаком, имею дела, нету больше таких людей. Национализм не является преступлением. Я не понимаю, как можно было вдолбить в голову целой стране вот этот предлог про денацификацию и устроить войну, и вы в это верите, и вы это одобряете. Я не понимаю этого. Нет, я не понимал этого, но я понял, почему. Но я понимаю пропаганду, понимаю, как у вас репрессируют. Это вас не оправдывает. Но да, это дает определенное понимание той реальности, в которой живете вы, в которой живем мы. Перед войной, вот с Нового года я почему-то уже у меня было очень тревожное ощущение, что, наверное, что-то произойдет. Но я до конца не верил, и я был почему-то уверен, что если настолько неадекватное решение примет ваш президент, то граждане России просто встанут и скажут: да нет, ёб твою мать, да вот это уже перегиб, блядь. И, не знаю, там выйдут и скажут: не, нахер, короче, вот это вот уже перегиб полный. Давай, короче, Путин, успокаивайся, давай мы кого-то другого выберем. Насколько я был наивен, конечно. Насколько я был наивен, что люди не поддержат, и что как-то выйдут. Но насколько я был наивен в том, что люди не поддержат. Я насколько разуверился в вас, когда вы начали поддерживать это. Когда вы начали верить в эту типа спецоперацию, которая типа против только вот нацбатальонов, блядь. Когда вы начали верить, что не бомбят, не убивают людей. Когда вы начали кричать вот это блядское победобесие: это вам за Донбасс, это вам за то, это вам за то. Это как-то улучшает положение тех людей, которые пострадали на Донбассе. Неважно, во что эти люди верили. Это хоть как-то улучшает их положение. Еще раз, уже столько бабок слито на эту войну. За эти бабки можно было Донбасс восстановить 2 раза, построить новый Донбасс. Можно было создать идеальные условия для всех переселенцев внутри России и показать, что смотрите, как мы любим действительно наших людей. Нет. Да, блядь, Российской Федерации насрать на этих людей, на судьбы этих людей. Ей насрать на судьбы этих солдат, которых они просто макнули в это говно. Солдаты Российской Федерации используются сегодня предательски. Эти люди под присягой, они, конечно, могут не выполнять приказ, но я понимаю, почему они не идут против приказа. Это пятно на вашей истории, это пятно на истории российского оружия. Это пятно на армии, которая должна защищать, а не нападать. И сегодня она нападает и убивает. И сегодня действия вашего руководства доказывают, как были правы люди 8 лет назад. Как были правы люди, которые считали, что нужно бороться против Российской Федерации. Сегодня это доказанный, очевидный факт всем украинцам. И мне доказанный факт. Теперь я считаю, что армия должна быть в Украине. Армию нужно поддерживать. Это наши герои. Это элита нации. Те люди, которые 8 лет назад пошли добровольцами отстаивать целостность и суверенитет Украины. Сегодня у нас война отечественная. Я человек, как я говорил, который преследует в первую очередь свой интерес. И я понимаю, что моя жизнь и жизнь моей семьи не в безопасности из-за того, что рядом у нас такой сосед, Российская Федерация, с такой идеологией. И я просто понимаю,
что эти люди пришли нас убивать, разрушать наши города. И это делают. Вот так я это понимаю. Сегодня в Украине очень много желающих вступить в армию. Очень много людей, которые просто бросились в армию, когда Россия напала. И показали своим примером этот патриотизм, когда люди ломились в военкоматы и говорили: мне бы лишь бы успеть на войну. Я не думал, что такие люди в принципе существуют, а они есть, и их много, реально. Я помогаю, чем могу, армии. У нас сейчас появились вот эти ТРО, территориальная оборона. Оказалось, что им нужны разные штуки, которые я мог сделать, как кузнец. Я им это все делаю это бесплатно совершенно, и спрашиваю, что вам еще сделать. Моя жена выехала в Польшу с ребенком. Поляки очень просто настолько хорошо принимают украинских беженцев, настолько вот это тоже меня очень поразило, насколько Польша действительно помогает украинцам. Сейчас моя жена живет в польской семье, они ее поддерживают. Ну, это ровно настолько же меня поразило, как предательство русских. Сегодня все в Украине, все, есть, конечно, процент, который просто сидит людей и ждет, чем все закончится. Но большая часть людей, которым было вообще похеру на эту всю политику, не политику, они чем могут, помогают армии. При любой малейшей возможности помогают. Я примерно уже 3 недели работал над тем, что нужно людям. Всякие эти ежики делать, всякие там штуки, которые я мог сделать для помощи. Я этим занимаюсь. Я с ужасом осознал, насколько мы люди как я, которые не интересовались политикой. Я, скажем так, немного интересовался, но не настолько, чтобы понять, насколько сильная идеология у русских, насколько сильно ее развили и насадили. Вот эта обида на весь мир, вот эта вера в себя, в свое ядерное оружие, в то, что вокруг враги, и именно это причина того, как мы плохо живем, и нас все обижают. Я не думал, что это настолько массово. Хотя, может быть, я ошибаюсь, что, может быть, это не массово, а просто это так сейчас раскручивает Российская Федерация в соцсетях и в инфополе, что нас типа много. Может быть, действительно, все-таки в России больше нормальных людей, чем это кажется. Хотелось бы на это надеяться. Реально, да вы больше националисты, чем блядь, любой правый сектор. Реально, у вас националистов, нацистов, блядь, больше. У вас уже своя идеология выстроенная, у вас репрессивная машина выстроенная, которая сразу затыкает всех. Это факт. Мы знаем, что на войне первой умирает правда. Но правда в том, что у вас запретили любое инакомыслие. Это у вас ищут нацпредателей. Это я могу сказать сегодня в Украине, что я, например, может быть, не согласен со всеми идеями правого сектора. Я, может быть, не согласен с тем, что избивали и жгли ребят милицейских этими коктейлями Молотова. Я, правда, не вижу на самом деле, как поступить иначе, но я считаю, что нужно разобраться с этим. Я вижу, как у нас уже появлялись адвокаты, которые разбирали эти темы, которые говорили, а как полицейский должен служить народу, когда был вот такой прецедент. Мы об этом можем говорить здесь, в Украине, спокойно. Понимаете? То, о чем вам всегда насаждали, что мы тут типа все рады тому, что вот этих людей поизбивали. Нет. Я пытаюсь понять и одну, и другую сторону. Я, например, считаю, что для целостности Украины у нас должны быть поддержаны все национальности, которые есть в Украине. Я понял, насколько
Насколько плохо то, что, например, я мало знаю про крымских татар. И я понимаю, что для целостности и безопасности всей Украины нам нельзя просто вот типа топить только вот за украинское и все. И это мое мнение, что нужно учитывать интересы национальных меньшинств. Потому что иначе целостность будет и единство не такое сильное. А для того, чтобы мы тут хорошо жили и безопасно жили, мы должны понимать, что все, кто здесь живет, ценит эту страну. И об этом я могу говорить, а вы в России не можете этого говорить. Вам нельзя. У вас за это статья теперь, и вам даже репост нельзя сделать. То кто тут фашист? Ребята. Путин своими действиями однозначно показал, что он не остановится. У вас на телевидении вот эти пропагандоны верещат, кричат о том, что Украина это только начало. Вы понимаете, что российскому руководству насрать на судьбы людей Донбасса и Крыма там? Им просто хочется вот этого чувства, что я в жизни сделал такое, что вот я могу, я имею возможность пугать весь мир ядерным оружием и что-то там бодаться за территории. Это ненормально. Именно поэтому сегодня граждане Украины уверены в том, что нам нужна сильная армия. Мы теперь уверены в том, что такое на сегодняшний день Российская Федерация и что такое власть Российской Федерации. И теперь тут нету людей, которые думают, что там может пофигу, там может как-то рассосется с этим Крымом и с Донбассом, что как-то что-то может что-то неоднозначно. Нет, теперь все понятно. Теперь все понятно, что Путин не остановится. И главная проблема не только в Путине, а в том, что у вас уже целая идеология взросшенная на этом, что мы типа будем нападать. Мы будем свое величие вот это проявлять тем, что вот мы с позиции силы можем там напасть на Грузию, отжать территории, какая-то маленькая страна, Украина и так далее. Я знаю, что у вас в России вы начинаете обижаться на то, что все россияне виноваты в том, что Россия ведет войну в Украине. Вы на это обижаетесь, вы приводите в пример, ну типа, я же лично там сижу, никого не убиваю, почему я виноват? Ну да, наверное, вы лично виноваты в наименьшей степени, но вина все равно есть. Возможно, вам нужно как минимум не соглашаться, как минимум спорить с теми такими же гражданами, которые за то, что это правильно. Как минимум вы должны их переубеждать, как минимум. Но нужно понимать, что солдаты русские, это же чьи-то братья, чьи-то сыновья. Причем, что значит чьи-то? Сыновья граждан Российской Федерации. Братья граждан Российской Федерации. Сыновья матерей русских. Это ваши люди, это ваши ребята, и они умирают сегодня. И за что они умирают, блядь, непонятно вообще. Что это вам даст? Вот реально подумайте, что это вам даст в вашей жизни? Что? Это улучшит ваш ремонт в доме? Это увеличит вашу, блядь, зарплату? Блядь, нет. Зачем? Почему нельзя эффективно настроить экономику в тех границах, в которых вы есть на сегодня? По тем историческим событиям, которые уже сложились. Зачем это менять? Это как-то улучшает вашу жизнь? Да нет. Это просто улучшает вот этот ваш эмоциональный фон, что мы на самом деле чего-то достойны. Что не важно, что я там не могу добиться чего-то в жизни. Зато я русский, и вот мы русские можем вот так вот, типа нагибать там кого-то. Можем за 3 дня взять Киев.
Вот это вот величие грело много людей. Я понял, что многие люди жили именно этим. Вот у меня хобби там компьютерные игры, там музыка, доспехи, история. Это то, чем я отдыхаю. И я понял, что у вас хобби это вот это победобесие. Вот это вот чувство превосходности, что я русский, мы можем это сделать. Мы можем наказать вот этих, мы можем наказать вот этих. Вы с упоением читаете эти новости, которые вам вливают в ваши головы, что это ваш такой стиль жизни, вот эта идеология. Я уже говорил, что я с ужасом осознал, насколько она у вас сильно привита, насколько она у вас развита. Что могут сделать русские? Я не знаю, если честно. Что-то могут. В меру своей смелости, в меру своих возможностей. Может быть, нет смысла выходить сейчас на протесты с листиком и вас просто сразу запаковывать. Я понимаю, насколько у вас работает репрессивная машина. Наверное, реально вот в этом, наверное, уже нет смысла вот так выходить и вас сразу запаковывают. Но что-то другое вы можете делать. Блин, не соглашаться с этой повесткой вашей. Может быть, не надо выходить на площади, но вы должны переубеждать всех, кто так видит эту войну, как спецоперацию, как какую-то, блядь, хуйню по освобождению. Это же полный бред. Ищите факты, доказывайте этим людям обратное. Эта хрень никому не нужна. Это точно не улучшает ваши позиции, не улучшает позиции России. Я знаю, что у меня много подписчиков из России, и многие мне написали, что вы на самом деле подписались на меня не из-за политики, а для того, чтобы смотреть, как делаются доспехи, и за интересным контентом. Вы, блядь, что? Думаете, что когда ваши войска убивают граждан Украины, я буду вас развлекать? Вы, блядь, возмущены тем, что я сейчас рассказываю о том, что происходит в моей стране и в моей жизни? Вы возмущены тем, что я вам, блядь, не показываю, как доспехи интересненько делаются? Вот всем таким моральным уродам пошли нахуй с моего канала. Отписались, блядь, быстро. Понятно? Знаете, когда прилетают ракеты, очень трудно россиян разделять на тех, кто хороший, ну типа хороший, как у нас говорят, что хороших русских нет. Все вы замазаны в чем-то. Но если попытаться быть хладнокровным, понятное дело, что есть те, кто непосредственно причастен к военным преступлениям. Есть вот такие диванные соучастники, которые поддерживают прямо так, подзадоривают. Давайте этих хохлов там. Разбомбите нахер этот Киев. Типа, как вы начали недавно говорить о том, что в смысле только всю Украину нужно взять. На то, что может быть там мирный договор между Украиной и Россией. Как вы сразу там завыли. Есть такие люди. Есть люди, которые не поддерживают это все, но молчат. Да, для нас, может быть, вы тоже не хорошие русские, но таких людей нельзя привлекать к ответственности точно так же, как людей, которые приходят сюда стрелять. Те, кто пришел убивать и стрелять, у тех одна ответственность. Те, кто разжигают межнациональную ненависть, у тех другая ответственность. И так далее. Опять же, среди россиян есть люди, которые, несмотря ни на что, вышли на протест, понимая, что их загребут. И такие люди есть. Но вам нужно понять, пока мы, украинцы, видим, как нас убивают, нам трудно вас разделять. Нам трудно вас различать на хороших и нехороших. Поэтому все, кому нравится все, что происходит в Украине, все, кому нравится вот эта война, отписывайтесь от канала. Вам здесь не рады, вас здесь будут банить.
А всем остальным буду делать дальше контент. Возможно, не про доспехи, или не только про доспехи. Видео я снимать буду. Всем пока.